Перед Новым годом мы так устали от серой обыденности, что решили хоть на пару дней сменить обстановку и увидеть что-то новое. После недолгих поисков выбор пал на Рим, в котором мы еще не были. Миша провожает нас довольно-таки ветреной и дождливой погодой, в надежде, что там плюс 17 и тепло. Летим в теплоту. Всем, кто планирует отдыхать бюджетно, я бы настоятельно рекомендовал выбирать рейсы, которые прилетают в дневное время. В большинстве недорогих предложений через Booking указывается, что заселение после 22:00 невозможно. К сожалению, мы этим правилом пренебрегли, и первый рассвет пришлось встречать так же, как главный герой фильма «Терминал» в аэропорту. На удивление, таких же горе-путешественников оказалось довольно много. Утром мы купили билеты на автобус до Рима и обратно у одного из операторов подобных услуг. Широко распахнули глаза и поехали на встречу с прекрасным. L'autunno alle porte, settembre finisce. La musica in testa mi dice che ottobre sarà confortante. Le luci già spente, in mezzo alle scale. La porta di casa socchiusa, un invito ad entrare o lasciare. Intanto sognerò, non so, che le tue mani dalla mia schiena siano a solo 1 centimetro. Se fosse vero. I giorni passano, cambiano, tremano. Sei tutto il male, tutto il bene che ho. Dovremmo forse farci meno domande che non servono a niente. Ma i giorni passano, cambiano, frenano ogni pensiero emozionale che ho. Ma quando penso di aver capito tutto, e quando penso di aver capito tutto, non ho capito niente. Поскольку предыдущий опыт жизни в хостеле нам не очень понравился, мы рассматривали вариант недорогого номера в центре города со своей личной уборной и хотя бы общей, но мини-кухней. После недолгих поисков такой вариант подвернулся. По всей видимости, когда-то это была просторная квартира, которую ушлый хозяин переделал в 5 номеров с броскими названиями: Де Ниро, Мерлин Брандо, Софи Лорен, Стэнли Кубрик. Нам достался номер, в котором, по всей видимости, когда-то останавливался сам Федерико Феллини. Номер очень простой, без излишков и изысков. Но для того, чтобы восстановиться после пеших прогулок по городу, вполне достаточно иметь теплую сухую комнату, хорошую кровать и возможность принять душ, не стоя в очереди из желающих. Номер, к слову, убирался ежедневно. Бонусом к комнате шел прикольный лифт. Видимо, он был встроен в лестничную клетку гораздо позже постройки дома, и поэтому имеет очень скромные габариты. 2 человека еще более-менее помещаются, но вот перевести холодильник вряд ли получится. Тем не менее, прокатиться в таком лифте – то еще удовольствие. Главное не застрять на полдня в ожидании лифтера. Dove vai coi sogni tuoi? Non c'è la libertà che cerchi tu. L'amore non è così, ma è colpa dell'età. План на первый день состоял в следующем. Купить несколько онлайн-экскурсий по Риму и двигаться в полном соответствии с рекомендациями гида. Но, забегая вперед,
Скажу, что до начальной точки экскурсии мы добрались, но все сразу пошло не по плану. Да и какой может быть план, когда глаза не знают, на чем остановить взгляд, ноги сами куда-то несут, а некая тетка нудноватым голосом монотонно рассказывает излишне подробную историю данного места. Нет, так не пойдет. Эдак мы весь день проведем на одном месте. Так что тетку выключаем, и будь что будет. А историю создания мы и дома сможем прочитать тихими зимними вечерами, укутавшись теплым пледом и с кружкой чая в руках. Un giorno capirai che il mondo siamo noi. Amiamoci così, un giorno capirai che il mondo siamo noi. Il mondo siamo noi. Il mondo siamo noi. Смотри, мешок для какашек, как кракер. All'arenella più sale il fiume e più lei viene a galla. Io più ve guardo e più ve fate bella. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli, qualcheduno l'ha da pagare. A tocchi la campana suona, i turchi sono sbarcati alla marina. Chi c'ha le scarpe rotte la risona. Coming down on the sunny day. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
ma due occhi che ti guardano così vicini e veri. Ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e incominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. За время наших прогулок нам встретилось множество различных колонок с чистой питьевой водой. Есть колонки классического римского вида, есть необычные с художественным наполнением. Это, например, находится во внутреннем дворе базилики Святого Петра. Если в верхней части краника есть отверстие, воду можно пить, частично перекрыв главное выходное отверстие, так как это делает этот мужчина. И ни в коем случае не перекрывать полностью, чтобы не облить случайных прохожих, так как по неопытности это сделала Олеся. Итак, дорогие мои, наша семейка, как и в Гданьске, нашла услуги туго-туго в Риме. И, Максим, сколько денег мы отдали? 5,5. 5,5 евро обошлась нам такая коробочка пиццерии. Ну, смотрим, что в этой коробочке мы получаем. И вуаля! За 5,5 евро мы сможем съесть 4 куска такого, 2 лаваша, 4 куска этой пиццы, 4 куска этой пиццы. Ребятки, я считаю, что это хороший посилок. За 5,5 евро мы реально подкрепимся. По крайней мере, у нас это завтрак, а завтрак это бомба. Учитывая то, что основная часть Рима была построена задолго до появления первого двигателя внутреннего сгорания, город оказался не готовым к тому количеству всего, что может передвигаться. Возможно, учитывая это, всевозможные скутеры и мотоциклы стали излюбленным средством передвижения горожан. Их количество на дорогах впечатляет. Абсолютно спокойно управляют ими как мужчины, так и женщины, как курьеры, так и офисные работники. Благо погода позволяет использовать своего двухколесного друга круглый год. А вот хозяевам классических четырехколесных авто не позавидуешь. Хотя тут и понятие классическое авто несколько другое. Большинство ездит на малолитражках. Причем даже несмотря на это, места для парковки все равно недостаточно. И мы очень часто видели, как один автомобиль был заблокирован другим, либо с одной, либо даже с двух сторон. Отдельно хотелось бы отметить уровень культуры поведения на дорогах общего пользования. Создается впечатление, что Рим живет по каким-то своим правилам дорожного движения. Пешеходы переходят улицу на красный свет прямо на глазах у полиции.
Водители, в свою очередь, не отстают от пешеходов. Но что удивительно, как-то это все вполне себе функционирует. Причем к такому быстро привыкаешь. Innamorati per lungo Tevere a rubarsi di baci a mille sotto l'alberi e i sogni sfogliati Так, друзья, наш первый день в Риме и наша вторая пачка несподянка. Здесь она называется Magic Box. Magic Box to go. И вуаля! Опять пицца. Пеззо. Но, к сожалению, минус, сразу скажу, холодная. Та была тепленькая, на месте приготовлена. Это уже было готово для нас. Но! Вау! Итак, вы видите, кусок. Это один такой толстый, да. Нет, это с чем-то внутри. Смотрите, с каким-то мясом внутри. Прошутто. Может. Это что-то, ну и горелая пицца тоже для нас. Это просто офигенно классный парк, потому что здесь 3 февраля зеленая трава. Мы сидим как будто летом где-нибудь с пиццей в парке и отдыхаем. Где это видно? Посмотрите, кто летает, кто поет. Во всем парке летают большие красивые попугаи. И кричат это тоже они. И поют такие, песенки необычные. Кроме всего этого, пицца оказалась очень прикольная. Та первая пицца, которой мы решили начать, которая выглядела не очень, она супер оказалась необычной. А оказалось, что в ней как-то чуть ли не внутри лежат такие мини-помидорки, залитые оливковым маслом, плюс маслинки. Ты прям ешь, прям этот оливковое масло течет. Очень прикольный, необычный вкус. И тесто необычное. И необычное тесто. Может, заварное. Короче, ребята, для 3 февраля это, просто бомба. Просто бомба. Можно посмотреть. Вот там тоже отдыхают люди. Попугайчик, кажется. Солнышко заходит. Это никак не напоминает зиму, причем самый холодный месяц. Это напоминает кайф. Это напоминает те времена, о которых очень многие мечтают, что вот наступит лето, и мы тогда там откроем пару шашлыков, приедем на природу. Здесь не надо ничего ждать. Здесь в феврале, как летом. Это просто офигеть. Я думаю, что в декабре, январе тоже, наверное. Мандариновые деревья я уже нашла еще 6. Поэтому однозначно... Вот смотрите. Полетели. Foolish heart, I'm yours to keep. You're the one. Ты видишь, сколько их здесь? Офигеть. Foolish heart, don't set me free. Foolish heart, don't set me free. Ой, Миша, так вам хочется тут зелени, что просто горшки полностью. Тут мы видим Узкую римскую улочку. узкую римскую улочку со скутерами и с вынесенными на улицу горшками. Так получилось, что мы приехали в Рим в начале февраля и случайно узнали, что в первое воскресенье каждого месяца все желающие могут бесплатно посетить государственные музеи Рима, включая Колизей. Этим обстоятельством мы и решили воспользоваться на следующий день. Единственным недостатком является то, что бесплатный вход
привлекает большие толпы туристов, поэтому либо занимайте очередь задолго до открытия Колизея, либо будьте готовы подождать. Мы пришли к Колизею в 9 утра и простояли в очереди чуть более 1,5 часов. Благо день был хороший, а время, потраченное на ожидание, не прошло впустую и позволило сделать множество прекрасных снимков на фоне одной из главных достопримечательностей Вечного города. Вот, наконец, билетик куплен. В целом, внутри Колизея оказался таким же, как и снаружи, то есть полуразрушенным. Прям вау эффекта мы не ощутили. Стадион и стадион. Но первое, что мы решили сделать, когда вернемся домой, еще раз посмотреть фильм «Гладиатор», чтобы пусть и с помощью компьютерной графики, но увидеть одно из чудес света в первозданном виде, пусть и в той ужасной роли, ради которой он и создавался. degli occhi tuoi blu. С большим усилием, покинув улицу Фори Империали с ее незабываемой атмосферой, уличными музыкантами и художниками, мы решили посетить Пантеон, языческий храм всех богов, построенный еще в незапамятные времена.
то есть между 118 и 128 годами нашей эры. Del suo magico mondo, non le apparenze, ma scavare più a fondo. Ti voglio parlare di quest'uomo distratto che per convincere deve fare un po' il matto, perché per la gente lui è un po' un animale. La gente non vuole un artista normale, una vita così a combattere con chi ti ama fino alla follia o chi ti odia e via. Римский пантеон представляет собой крупнейшее в мире купольное сооружение из неармированного бетона, которое и спустя почти 2 тысячелетия заставляет восхищаться мастерством и профессионализмом строителей прошлого. В 608 году византийский император Фока подарил храм папе Бонифацию IV, который осветил его 13 мая 609 года как христианскую базилику Святой Марии и мучеников. Дата освящения, то есть 13 число, и год, в котором присутствует цифра 6 и ее перевернутая версия 9, то есть числа дьявола, наводят на определенные размышления. Пантеон является местом захоронения выдающихся людей Италии. Среди них есть и знаменитый художник Рафаэль Санти, работу которого мы с вами еще увидим. Куда звонишь? Работает? А куда звонишь? Ну, звонить мне, конечно, некуда. Евро не хочу бросать. Но он работает. Roma, Roma, del mio После пантеона, испив из римских источников и подкрепившись тем, что Бог послал, мы направились в сторону Ватикана, чтобы там встретить закат солнца и, кто его знает, возможно, самого Папу Римского Франциска. Tutto il mondo che viene ad ammirare ti sospira per avere te. Se nei tramonti di fuoco e di rubino si inebria il cuor romano, e nelle sere che bello passeggiare nei giardinetti in fiore. Roma, Roma, del mio cuore, come il canto delle Tevere si perde nell'infinito mare, la tua voce deve dire, se la vita non vive nell'amore, addio felicità. В Риме
Мы довольно часто видели бездомных людей. Они живут своей жизнью и, возможно, по-своему счастливы. Ведь не каждый человек может позволить себе постоянно жить в центре Рима и заниматься только созиданием. Là dove il mare luccica e grida forte il vento, c'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. А какое удовольствие получаешь, идя по улице Примирения к площади Святого Петра на закате солнца? Это незабываемые эмоции, которые останутся с нами навсегда. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglie sangue in te bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Не забывайте проявлять гостеприимство к незнакомцам, потому что так некоторые люди, сами того не зная, приглашают в дом ангелов. Senti il dolore nella musica, s'alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì la lacrima e mi credette affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglie sangue in te bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole. Non ho più nulla di buono che mi venga in mente per farmi del male. Tu sei più forte, mi fai passare la voglia di arrendermi e andare a cercare una scusa. Tu sei più forte e ho capito che io non potrei mai combattere una guerra con te, perché perderei anche l'ultima briciola di fiducia che mi resta. È stupendo il futuro perché ci rimane ancora qualcosa di bello da fare. Sei come una favola fatti abbracciare. Non voglio più stare qui fermo a pensare quanto la vita mi ha fatto del male, convinto che tutto si possa aggiustare. Stupendo il futuro perché ci rimane ancora qualcosa di bello da fare. В третий день погода немного испортилась. Нет, она была прекрасной, только солнце спряталось за облаками. Так удачно совпало, что на третий день мы запланировали посещение музеев Ватикана с посещением собора Святого Петра и Сикстинской капеллы, выдающегося памятника эпохи Возрождения. Билеты в музей были куплены онлайн еще в Гданьске. Приходить нужно заранее, чтобы еще пройти контроль на наличие запрещенки.
Собор Святого Петра – одно из самых величественных сооружений, которые мне доводилось видеть в жизни. Это вторая по площади христианская церковь в мире. Первое место у базилики Нотр-Дам-де-Ла-Пе в столице Кот-д'Ивуара, Африка. Строительство собора растянулось на долгих 120 лет и было завершено лишь в 1626 году. А в его создании участвовали такие известные художники и архитекторы, как Микеланджело, Браманте, Рафаэль Санти, Перуццо де ла Порта, Джованни Лоренцо Бернини и многие другие. Во время экскурсии нас ждал неприятный сюрприз. По всей видимости, переводчику, озвучивающему описание различных экспонатов для аудиогида на русском языке, не доплатили оговоренную сумму. Поэтому к аудиогиду на русском языке дополнительно дают список с пометкой о номерах экспонатов, информацию о которых вы можете услышать. Если вы владеете английским или итальянским, лучше будет выбрать аудиогид на этих языках. Основу коллекции составляют скульптуры, картины, комнаты с росписями известных художников эпохи Возрождения, экспонаты, связанные с историей Ватикана и многое другое. Если вы путешествуете с детьми, подождите, пока они вырастут. Посещение музеев очень интересное, но и вместе с тем довольно утомительное занятие. Общая протяженность экскурсии составляет более 7 километров, причем в самих музеях мест для отдыха, в смысле посидеть, не предусмотрено. Итак, пришло время выводов. Поехать в Рим в это время года для нас оказалось крайне удачной идеей. Во-первых, туристов зимой меньше. Благодаря этому легче и дешевле снять жилье. Меньше времени уходит на ожидание в очереди в самые популярные достопримечательности Рима. Во-вторых, температура воздуха 15-17 градусов как нельзя лучше располагает к прогулкам на свежем воздухе, с любованием окружающими красотами и изучением всего великолепия, которое римляне бережно сохранили для своих потомков. В-третьих, так здорово сменить уже достаточно надоевшую зимнюю слякоть и холодные ветра Балтики на довольно теплое и солнечное Средиземноморье. Одним словом, такая поездка придает силы дотянуть до весны и вдохновиться на новые путешествия. Non ho più nulla di buono che mi venga in mente per farmi del male. Tu sei più forte, mi fai passare la voglia di arrendermi e andare a cercare una scusa. Tu sei più
forte e ho capito che io non potrei mai combattere una guerra con te, perché perderei anche l'ultima briciola di fiducia che mi resta. È stupendo il futuro perché ci rimane ancora qualcosa di bello da fare. Sei come una favola, fatti abbracciare. Non voglio più stare qui fermo a pensare quanto la vita mi ha fatto del male, convinto che tutto si possa aggiustare. Stupendo il futuro perché ci rimane ancora qualcosa di bello da fare. Non ho più nulla di buono che mi venga in mente per farmi del male. Tu sei più forte, mi fai passare la voglia di arrendermi, andare a cercare una scusa. Tu sei più forte, ho capito che io non potrei mai combattere una guerra con te. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be.
Ladies and gentlemen, welcome to Dortmund Airport. The local time is 10 minutes past 3 p.m. As my car just seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never